Белоснежка в 1937 году была милой и мечтательной принцессой, которая верила в любовь. В 2025-м нам с вами пытаются продать уже новую принцессу Дисней, которая говорит про лидерство, самореализацию и токсичность мужчин. В этом выпуске впервые вся картина целиком. Что пошло не так? Кто на самом деле виноват? Почему этот фильм стал самым токсичным кейсом Дисней за последние 10 лет? И как молодая актриса превратилась в объект ненависти всего интернета? Это история вне времени, и с вами Елизавета Карагозова. Сегодня мы разберем весь скандал с Белоснежкой от и до, поэтому присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Казалось бы, всего лишь ремейк старой сказки с известным сюжетом, знакомыми песнями и вечным вопросом: кто же на свете всех милее? Но к 2025 году ответ оказался неожиданным. Точно не так его выбрал Дисней. Провал Белоснежки — это не просто цифры в прокате, это полномасштабное фиаско, в котором уже который месяц никто не может определиться, виновата актриса или студия. Одни придерживаются позиции, что она сама все испортила. Высокомерное интервью, саркастическое выражение лица, все эти шутки про сталкинг, унижение принца, да и вообще своей оригинальной героини. Другие же придерживаются позиции: а что бы вы вообще сделали, если бы вас поставили лицом политической кампании под видом сказки и фильма для детей? Дисней ведь мечтал о прогрессивной героине, которая вдохновит новое поколение. Вышло же, как всегда в последнее время. А Рэйчел Зеглер из новой Белоснежки превратилась буквально в публичного антигероя. Так кто же на самом деле испортил волшебное яблоко? Сейчас посмотрим и начнем с самой болезненной темы – денег. По данным на май 2025 года фильм собрал чуть больше $200 миллионов в прокате, при бюджете в 240, а по некоторым данным в $270 миллионов и $140 миллионов на маркетинг. Это не просто провал, это официально худший результат Дисней за последние 10 лет. Даже Круэлла в пандемию смотрелась увереннее. Так что же пошло не так? Нельзя не сказать, что в оригинале Белоснежку описывали как девушку с кожей белой, как снег. А Рэйчел, повторюсь, латиноамериканка. Я до сих пор не могу забыть темнокожую Анну Болейн в сериале про Тюдоров, ну да ладно. Главная проблема провала фильма, конечно, не только в цвете кожи героини, и вообще далеко не в этом. Это был бы слишком поверхностный вопрос. Пока же все вообще приходили в себя от того, что на главную роль утвердили латиноамериканку, как Рэйчел Зеглер, не жалея чувства фандома, довольно-таки бодро подлила масло в огонь. Несколько интервью, пара фраз про сталкинг, и медийный спор из культурного стал сугубо личным. Хотя, если быть честными, к ней начали придираться еще до первых заголовков. Просто дальше Рэйчел сама, что называется, сыграла на повышение. Рэйчел Энн Зеглер родилась в мае 2001 года в Нью-Джерси. Семья – мечта любого продюсера, который пишет профайл для молодой актрисы. Самая простая. Мать ее работала учителем для детей с особенностями, а потом бросила все, чтобы возить Рэйчел на пробы. Папа же в этот момент тянул быт и оплачивал счета. Позже в интервью Рэйчел назовет их своими героями, и в этом действительно есть что-то цепляющее, хотя где-то в этот момент в стороне стояла ее старшая сестра, про которую родители, к сожалению, благополучно забыли. В школе же Рэйчел играла Ариэль, Белль, Фиону и весь классический набор для будущей Дисней-принцессы. Позже она завела YouTube и выложила туда кавер на песню Shallow Леди Гаги. Видео случайно залетело, и сейчас на нем 4 миллиона просмотров. В 2018-м Стивен Спилберг объявляет легендарный кастинг на вестсайдскую историю. Рэйчел отправила свое видео, спела пару песен, после прошла 9 этапов кастинга и вытащила билет на главную роль Марии.
К слову, выбрали ее из 30 тысяч претенденток. И, с одной стороны, это хорошо, но, возможно, Рэйчел это сыграло не на пользу. И пусть эта вестсайдская история, в которой она снялась, кассу не взорвала, денег она там не заработала, но вот критики остались довольны. 11 номинаций у фильма на «Оскар» и «Золотой глобус» у самой Рэйчел, как за лучшую женскую роль в мюзикле или комедии. Она стала буквально самой молодой обладательницей награды в этой категории, да и вообще первой актрисой с колумбийскими корнями, которые такую честь буквально преподнесли на блюдечке. История, которую не часто встретишь. Тут ни страданий кастинговых, ни 10 лет на третьих планах вот в ожидании той самой роли. Первый фильм, первая премия, первый гонорар и сразу, пожалуйста, номинация на «Золотой глобус». Но, как показывает история, вот звезду поймать в таких обстоятельствах очень просто. И люди, которые вначале слишком везет, которые не успевают пройти путь, они не осознают обратную сторону своего успеха, а именно ответственность, которая приходит с новым статусом звезды. Тогда наверняка никто не мог представить, что всего через парочку лет Рэйчел будет называть Белоснежку жертвой сталкинга. Но и тут она превзошла все ожидания. В сентябре же 2022 года Рэйчел появилась в интервью в Variety вместе с Галь Гадот, которая сыграла злую королеву. И в этом интервью она озвучила главное. В новой версии принц больше никого не спасает, а Белоснежка — это уже вообще сказка не про любовь и не про романтику, а про лидерство, про принципы и отцовское наставление быть смелой и честной. Does this mean that it's no longer 1937 and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. И если вам кажется, что это звучит как предвыборный слоган или речь в стиле Опры Уинфри, то вы не одиноки. Но напомню, это ремейк сказки. И если на бумаге, которую я написала пресс-службе Disney, это еще, возможно, хоть как-то могло выглядеть корректно, то интонация в эфире сделала все дело. TikTok же, как всегда, не промолчал. Один из роликов, собравших 14 миллионов просмотров, обвинил и Disney, и Рэйчел в псевдофеминизме. И звучал он примерно так. Вообще-то не каждая женщина хочет спасать мир. Некоторые просто хотят любви. И знаете, в этом тоже есть сила. В Extra TV она решила уточнить свою позицию, потому что не хватило шока публике по поводу принца на этот раз. Мультфильм, она говорит, старенький, аж 1937 года. И эта цитата очень очевидна. Особенно очевиден, по ее мнению, преследующий принц, который больше напоминает сталкера, не романтического героя. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There is a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Дальше в этом интервью больше. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. But it's one of those things. So true, It's an inner journey that she goes on to find her true self. Сцены с принцем, по мнению Рэйчел, можно было бы и вырезать. Она тут главная звезда, а это уже Голливуд 21 века. Потому что в наше время Белоснежка не ищет больше любви, она ищет свое истинное «я». Сказать, что интернет ей этого не простил, не сказать ничего. Отреагировали в сети в своей любимой манере, в сатире. И один из самых популярных роликов – это переозвучка сценки между Белоснежкой и принцем. Просто посмотрите его, пожалуйста, мы сделали для вас субтитры. Mirror on the wall. Who's the fairest one of all? Let's see. Excuse me, your curtain. Please allow me to help. Help? From you? Spare me your white savior complex. I don't need anything from someone like you. I didn't mean to offend. I just thought you should know that That I should know what? That some privileged white guy thinks his opinion matters? Get over your entitlement.
I'm not some damsel in distress waiting for you to ride in on your high horse. I'm really sorry. I was just trying to be kind. Kind? If you want to be kind, disappear and take the patriarchy with you. Seriously, go away, stalker. You're weird. Weird. My queen, you're the fairest, but no longer the most evil. Wait, what? Сложно не согласиться, просто не в бровь, а в глаз. Тем не менее, из-за кулис вот в этой всей истории вышел человек, которого никто не звал, но к которому все прислушались. Это Дэвид Хейл Хэнд, сын режиссера оригинальной «Белоснежки». Он честно сказал, что его отец был просто бы в ужасе, если бы увидел это. И добавил в список наверняка разочарованных еще и Уолта Диснея. Потому что, по его мнению, самое страшное в этой истории — это не ведьма с яблоком, а новая этика с пресс-релизами от пиарщиков Дисней. И если вы тоже чувствуете, что за идеальными фразами часто прячется совсем другая история, то самое время заглянуть ко мне в Телеграм, потому что там мы продолжаем разговор без монтажа, обсуждаем новости, делимся мыслями, спорим, выбираем, о чем говорить и какие вопросы будем обсуждать в выпуске. Поэтому не забудьте подписаться. Финальной же нотой этой катастрофы стало интервью для Entertainment Weekly, где Рэйчел неожиданно поделилась личной драмой. Оказывается, мультфильм 1937 года в детстве ее, в общем-то, пугал. Настолько, что она посмотрела его один раз и больше не возвращалась. The original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. Цитата «Я абсолютно серьезно». I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. И это многое объясняет, друзья. Это как получить должность главреда американского Vogue и сказать, что ты терпеть не можешь моду и предпочитаешь одеваться на садоводе. Ну, сами понимаете, такой уровень недовольства сказался и на результатах первого трейлера. Его буквально утопили в ненависти. 1,5 миллиона дизлайков против 100 тысяч лайков. Это страшный сон любого ютубера, не говоря уже о такой кинокомпании, как Disney. Из забавного там разве что комментарии. Сейчас я прочитаю вам несколько из них, потому что я считаю, что вы должны это услышать, и мы с вами должны это обсудить. Они наконец-таки это сделали, создали фильм, который никто не будет пиратить. Зеркальце, зеркальце на стене. Какой самый большой провал Disney, скажи ты мне. И зеркальце, друзья, кажется, уже боится отвечать, потому что самый большой провал — это когда ты берешь культовую сказку и решаешь, что она недостаточно умна для современного зрителя. И вместо того, чтобы подарить людям чудо, ты устраиваешь лекцию с бюджетом страны третьего мира. Вслед за этим аудитория разнесла не только слова, но еще и внешний образ Рэйчел, потому что сложно не заметить, что в оригинале Белоснежка — это эталон невинности с ее воздушными локонами, птичками, мягкими линиями и милым бантиком на волосах. Кстати, как вам мой? Я постаралась максимально одеться в стиле выпуска. Поделитесь мнением, продолжать ли мне иногда так делать. В итоге, на фоне оригинальной Белоснежки, что мы с вами получили? Мы получили тяжелую графичную стрижку, без даже легкого намека на сказку. Интернет же в лучших традициях нашел подходящий референс. Да, друзья, это же лорд Фаркуат в платье. Согласитесь, нелестно, но нельзя отметить, что не метко. Костюм тоже не сыграл в пользу Рэйчел. И вот это вот странные палитры, которые не подходят цветотипу актрисы, и какое-то платье не по фасону, и странный крой, и вот это вот вообще ощущение какого-то пластика и карнавала, а не волшебства. И, конечно, важно проговорить, что Рэйчел сама себя не причесывала, она сама себя не гримировала и наряд не выбирала. За кадром этого всего чуда была целая команда. Там были стилисты, визажисты, художники по костюмам и постановщики. Это все история о том, как целая команда вроде бы профессионалов умудрилась лишить сказку магии. Многие также утверждают, что тихий, да и может не очень тихий, но точно ощутимый конфликт вспыхнул между Рэйчел и Галь Гадот. Рэйчел ведь открыто поддерживала Палестину, тогда как Галь стояла на стороне Израиля. Изначально нужно было улыбаться, говорить про мечты детства, ну или в крайнем случае про любимый вкус мороженого.
Рэйчел же берет и пишет: «И помните свободу Палестине» под постом о трейлере «Белоснежки». Сказки, где до недавнего времени главная интрига была, когда принц поцелует принцессу. Это, конечно, заявление. И тут вопрос даже не в том, что она сказала, а в том, где она это сделала. Потому что одно дело гражданская позиция. Окей. Другое же дело рекламная кампания Disney. И вот тут как бы вплетать ближневосточный конфликт в промо для семейной аудитории — это как будто бы не просто смелость какая-то, это уже про то, как вообще не понимать, что происходит и какое место ты в этом занимаешь. И эта ситуация, по иронии, делает Галь Гадот, бывшую мисс Израиль, между прочим, самым вежливым человеком в этой истории. Руководители Диснея лично звонили ей и просили умерить активность в социальных сетях. Они звонили и ей, и ее менеджменту, но вот, увы, она слушать отказывается. И вообще на фоне всего этого для Диснея надеяться на коммерческий успех фильма было бы, давайте честно, просто глупо. Все, что могло пойти не так, пошло не так. И кастинг, и сюжет, и вот эти заявления, и реакция в ТикТоке, и внезапно вписанная геополитика. Результат закономерен. Продюсеры попали на миллионы долларов. Дисней получил скандал вместо сказки, а на рейтинговых площадках ремейк вообще поставил антирекорд 1,6 из 10 на основе более чем 340 тысяч отзывов. А вот сейчас, когда все уже понемножечку улеглось, начался следующий этап – репутационные переобувания в воздухе. Пиар-служба меняет тон, появляются новые интервью, и в кадре уже совершенно другая, теплая, улыбающаяся Рэйчел, говорящая о мечте, семье. Как это все выглядит, мы сейчас разберем. И приготовьтесь, будет немножечко неловко. Ну что ж, дорогие, как я и обещала, возвращаемся к самому интересному, к самым горячим моментам, новостям, последствиям и попыткам крайне интересным реабилитировать свою репутацию. На Джимми Киммел Лайв Рэйчел, значит, теперь рассказывает, что ее семья вообще-то давние фанаты Диснея. И, ой, какое совпадение, свадебные песни родителей «A Whole New World» из Аладдина. А еще у них были ежегодные поездки в Дисней, семейная традиция, которая продолжается даже без участия детей. Родители такие романтики, так любят ушки Микки Мауса, что каждый год только туда и ездят. Интересно же еще, что в этих новых интервью речь про тоже Дисней, фильмы которого ее вроде как еще недавно пугали. Только теперь, когда ситуация изменилась, пугающими оказались только зрители, злые продюсеры и весь этот шквал критики. Ну еще убытки, наверное, миллионные. Через пару дней все-таки новое появление Good Morning America, где с улыбкой прозвучало хорошо отрепетированное заявление, которое запоздало на 2 года. Эта роль была честью всей моей жизни. It's the honor of a lifetime. I think every young person dreams about a phone call like that. I've been lucky to have a few of those in my life, but this one is certainly extra special as a huge Disney fan. Мечта исполнилась, благодарности всем розданы, кому причитались, и все как из методички по восстановлению репутации. Казалось бы, вот еще недавно этот мультфильм 1937 года был жутким, а вот теперь это буквально мост между поколениями или просто мост между 2 медийными компаниями. Говоря об актрисах и ролях, я не успела вспомнить Elle Fanning, Аврору из «Малефисенты», и она, как ни кстати, идеальный пример, когда актриса мало того, что попала в роль, но еще на протяжении всего промо, да и после него с уважением относилась к своей героине. Она говорила в интервью, что сила принцессы в женственности, в умении быть мягкой. И да, есть Мулан, да, есть принцессы-воительницы, которые защищают государство. When the sequel comes, they expect the princess to then like be in armor and have a sword and fight and like, oh, that makes her strong. And you know, of course, there are princesses that it's necessary, like Mulan. She's a fighter, that's in her DNA, and Aurora is a fighter, but in a different way. I think there's a strength in her femininity and softness, and there's nothing wrong with her wanting
be a mother and А то, что канонические принцессы хотят любви, то это нормально. У Рэйчел художественной вольности не было. Ее героиня не рыба, не фем-воительница и не супергерой. Это была просто девушка в лесу, и поэтому любое отступление от канона воспринималось не как обновление, а как самое демонстративное несоблюдение жанра. Как будто бы нашу Белоснежку решили сыграть вопреки всему и, главное, ей самой. История же Рэйчел Зеглер ведь не про кастинг уже, не про мультфильм и даже не про весь скандал. Это большой, медийный и мучительно актуальный для нас всех вопрос, где заканчивается дерзость и начинается банальная глупость. Можно ли сыграть культовую роль, не уважая ее? Почему попытка Рэйчел переобуться в воздухе выглядит как плохо срежиссированное раскаяние? И, наконец, сколько еще индустрия будет путать свою странную, нелепую, чужеродную повестку с хорошей и близкой нам драматургией? Ведь сказки, как ни странно, требуют деликатности, даже если вы решили переписать их на новый лад. Ведь пока одна Белоснежка учит мир какому-то лидерству, мир в ответ ей шлет тонны дизлайков и ностальгирует по тем временам, когда принцессы хотя бы верили в любовь. Друзья, что вы думаете насчет Белоснежки, Рэйчел и всего этого скандала? Пишите ваше мнение в комментариях, а также отметьте эту работу лайком, если она вам близка. Не забудьте подписаться на канал, потому что для меня это очень важно. И, конечно, не забывайте про телеграм-канал. Жду вас всех там. Ссылка в описании.